Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и сегодняшний мой собеседник Владимир Бобылев. Здравствуйте! Здравствуйте, Максим. Россия может атаковать подводную инфраструктуру Великобритании, пишет Политико. Владимир, пожалуйста, прокомментируйте, а так ли страшны для Великобритании вот эти вот якобы возможные подводные атаки, если вдруг Россия реально захочет это сделать? Я думаю, что, скорее всего, про атаки России на подводные коммуникации Великобритании, это, скорее всего, такая внешнеполитическая пугалка. Отношение Великобритании к России, в принципе, давно известно, поэтому поднять знамя с черепом и костями и сказать, что мы находимся в состоянии постоянной угрозы со стороны России, это всегда, в принципе, считается полезным. Что же касается атаки на инфраструктуру, то, в принципе, ну, давайте попробуем прикинуть, насколько она возможна и насколько она опасна для Великобритании. То, что она для Великобритании критически опасна, это факт. Но, как мы все знаем из общешкольного курса географии, Великобритания – это остров. Соответственно, вся инфраструктура, так или иначе связывающая ее с какими-то внешними источниками поставок энергии в широком смысле этого слова, какая бы она ни была, газовая, нефтяная, электрическая, так или иначе, все это проходит по дну окружающих Великобританию морей. Соответственно, она, естественно, зависит от состояния целостности и безопасности этой инфраструктуры. Ну, а что касается потребления, то, например, с точки зрения газа, Великобритания потребляет порядка 77 миллиардов кубометров в год, и порядка 45 где-то процентов это ее собственная добыча. Ну, а добывает газ в Великобритании не на континенте, не на острове, собственно, а в море. Основные добычные активы Великобритании расположены в Северном море, и, соответственно, поставки газа с этих месторождений осуществляются при помощи подводных газопроводов. Соответственно, вся эта инфраструктура проходит по дну Северного моря, и атаковать ее и нанести ей критические повреждения, как мы видим из истории с северными потоками, вполне можно. Вопрос только, кому это может прийти в голову. Ну, наверное, на данном этапе России вряд ли. В принципе, этим может воспользоваться кто угодно, там, не знаю, хуситы, ИГИЛ, все эти запрещенные в мире организации. Но так или иначе, возможность для этого есть. Соответственно, как мы выяснили, Великобритания практически наполовину снабжает собственным газом, и эта половина потребляемого в Великобритании газа так или иначе находится в состоянии уязвимости от каких-то подводных атак. А что же касается другой части газа, которую получает Великобритания, это все опять же поставки извне. Большую часть газа поставляет в Великобританию Норвегия, которая опять же добывает этот газ в основном на шельфе Северного моря. И часть газа поставляется с континента, из европейских стран, с терминалов, расположенных, например, в Германии. Соответственно, есть газопроводы, которые проложены по дну моря и идут в Великобританию, и есть также поставки СПГ. Собственно, в чем проблема? Проблема заключается в том, что у Великобритании нет, ну, на данном этапе нет вот этого как бы амортизирующего запаса газа в виде больших подземных газовых хранилищ. Напомню, у Великобритании есть очень большое газовое хранилище, которое расположено также на шельфе. Это ПХГ РАФ, которая работала и вполне успешно до 2017 года, а потом бритты решили его закрыть. Было много соображений, безопасность, экология там и так далее. Ну, собственно говоря, сейчас оно не работает. Потом где-то году в 2023 британцы одумались и посчитали необходимым вернуть это ПХГ в работу, и велись переговоры даже с британской компанией Centrica, которая является его оператором. Но так или иначе ни до чего не договорились, деньги в модернизацию, восстановление работы этого ПХГ так и не были вложены, соответственно,
Великобритания пала фактически до уровня Ирана, потому что, собственно говоря, Иран тоже страна, которая обладает довольно большими объемами газовых запасов и газовой добычи, но там постоянно возникают кризисы с поставками газа, потому что нет вот этого объема амортизирующих хранилищ и амортизирующих запасов газа в этих хранилищах. Ну вот Великобритания находится сейчас примерно в такой же ситуации. Более того, как ни странно, на Англию негативно повлияло прекращение украинского транзита, потому что гордые британцы из всего вот этого объема получаемого, потребляемого на территории страны газа, порядка 17 миллиардов кубометров, так или иначе получали, как выяснилось, от «Газпрома». Это тот самый газ, который проходил через всю Европу и дальше транзитом через европейские страны шел в Великобританию. То есть, соответственно, сейчас у Британии минус 17 миллиардов потребления и поставок газа. Ну, а 17 миллиардов относительно 77 миллиардов потребляемых страной в год – это достаточно много. Поэтому неудивительно, что сейчас в благополучной Великобритании, ну, мало того, что стоимость газа резко выросла, и правительство вынуждено субсидировать стоимость газа для частных потребителей на территории страны, предоставляя средства для той же компании Centrica, которая является распределителем газа в Англии, и плюс ко всему министр энергетики Великобритании, а также ряд чиновников, которые имеют отношение к энергетике, предупреждают британцев о том, что господа, уважаемые джентльмены британцы, готовьтесь, скорее всего, будут у нас проблемы с газом и с электроэнергией, поэтому вам придется вспомнить такой термин, как веерные отключения. Собственно, это вызвано прежде всего тем, что Британия из-за вот этого вот как бы сложного положения с поставками и необходимостью потреблять без формирования запасов, а вот так сразу с колес. Например, в прошлом году Британия не смогла накопить должное количество газа в своих хранилищах, и, собственно, на момент конца отопительного сезона у Британии в тех хранилищах, которые имеются, осталось на 26% меньше газа, чем было в предыдущем сезоне. Соответственно, сейчас необходимо закупать газ для накопления резервов к следующему отопительному сезону. С этим тоже есть проблемы, потому что стоимость газа за последние 2 года в Европе выросла довольно существенно. Поэтому, в общем, вот это вот какая-то энергетическая близорука, которая, собственно, имеет в Европе какую-то заразную просто распространение. Германия, например, в условиях, когда цена газа растет и потребителям реально тяжело и покупать газ, и опять же приходится вставать в очередь, что называется, за приобретением этого газа из разных источников, Германия убила напрочь свою атомную энергетику, отказалась от российского газа. А Великобритания, опять же, в этих условиях не хочет восстанавливать крупнейшее ПХГ для того, чтобы сформировать какой-то запас и иметь какой-то подкожный газовый жирок на тот случай, если зима, например, будущее будет холодной. Ну вот, собственно говоря, поэтому действительно Великобритания находится в тяжелом положении с точки зрения газовой инфраструктуры и возможных для нее угроз. А то, что угрозы эти существуют, опять же, вернемся к вопросу Северного потока, плюс ко всему, что касается угрозы другим инфраструктурным энергетическим объектам, то вот эти вот суда, которые своими якорями регулярно обрывают что-то критическое, что приводит к отключению электроэнергии или интернета в целых странах, собственно говоря, факт, он имеет место, поэтому, видимо, британцам придется либо самим вытаскивать из гавани свой Home Fleet, чтобы он охранял инфраструктуру, либо по традиции других стран обращаться к помощи НАТО. Мы часто апеллируем к деиндустриализации Европы и Германии в частности. Но Великобритания-то как себя чувствует с учетом возросших цен на электричество, газ, прочее? Может, они зеленой энергетикой себя восполняют неплохо? Как там с промышленностью?
Собственно говоря, тенденции те же, что и во всей остальной Европе. Я напомню ситуацию с крупным производителем стали на территории Великобритании, который, кстати, принадлежал в существенной своей части китайской компании. Так вот, собственно, это крупное предприятие пришлось национализировать за государственный счет. Развитие ситуации такой стоимости электроэнергии производить сталь на этом предприятии совершенно невыгодно, поэтому они считают целесообразным его закрыть, а тех работников, которые там трудились, выплавляя эту британскую сталь, ну, видимо, скорее всего, выкинуть на улицу. И, соответственно, бриты очень этим фактом озаботились и выделили средства на то, чтобы это предприятие национализировать. Правда, от этого цена газа меньше не стала, и, соответственно, просто теперь эти убытки будут ложиться не на частного китайского инвестора, а на государственный бюджет. Ну и ситуация, в принципе, такая достаточно стандартная. Это касается не только металлургии, а и всех энергоемких производств, эффективность и маржинальность которых растущая цена на газ просто убивает, что, соответственно, приводит либо к их закрытию, либо, соответственно, к переводу их в другие юрисдикции, туда, где стоимость энергии подешевле. С реальным сектором экономики все понятно, но есть еще финансовый. Помнится, раньше, до 22 года, страхование всех нефтяных судов Российской Федерации проходило через английские страховые компании. И в связи с санкциями они отказались. А насколько это была существенная сумма-то страховать российские? К нам же все время относятся, что мы там слишком малая часть мировой экономики. Насколько приуныли страховщики Великобритании? На самом деле, кстати, это действительно факт. Раньше, можно сказать, королем страхового рынка, вот судового страхования и, в частности, перевозок нефти была Великобритания. Отказавшись от страховок судов с российской нефтью, они потеряли действительно миллиарды долларов, потому что объемы поставок российской нефти крайне велики, и Россия один из крупнейших экспортеров нефти в мире. Ну, а, собственно говоря, выпавший из рук Великобритании вот этот вот флаг лидера, этот их Union Jack, подхватили другие компании. На рынке появилось довольно большое количество страховых компаний. Сначала из Индии, потом из Эмиратов, которые с большим удовольствием занимаются услугами по предоставлению страховок для судов с российской нефтью, ну, под каким бы флагом эти суда не ходили. И, собственно, после того, как на эти страховые компании накладывают санкции, они благополучно закрываются, но на их месте тут же, как грибы, вырастают новые. Поэтому вот эта вот борьба с российской энергетикой, с российскими энергоресурсами в угоду политическим целям, ну, как мы видим, соответственно, отказ от российского газа приводит к подорожанию его, в принципе, для всех потребителей. Отказ от российской нефти приводит к усложнению логистики. И главное, что самое циничное в этой ситуации, страны, которые категорически отказались от российской тоталитарной нефти или недемократического газа, так или иначе все равно его покупают. Просто все делают вид, что этот газ, проходя через несколько посреднических рук, теряет свою, ну, как бы такую вот исконную российскость и становится там, не знаю, греческим газом, бельгийской нефтью, индийскими нефтепродуктами. Вот при таких условиях готовы покупать. Собственно говоря, классическая ситуация с той же Германией, когда США вроде бы как бы готовы запустить «Северный поток-2», во всяком случае, по ряду косвенных признаков это видно, с тем, чтобы через этот газопровод продавать российский газ в Европу. Казалось бы, выгодная схема. Но нет, собственно, канцлер Мерц говорит о том, что он костьми ляжет, но не допустит возрождения «Северного потока-2». А Урсула фон дер Ляйен говорит, что даже если вдруг Германия даст слабину и разрешит какие-то там телодвижения вокруг Северного потока-2, то она волею своей наложит на этот проект дополнительные санкции, чтобы похоронить его окончательно. То есть вот борьба за
Политические амбиции в ущерб собственной экономике, это становится каким-то модным европейским трендом. Владимир, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на телеграм-канал Нефти Капитал. Крайне рекомендуем данное издание. Ссылки будут в закрепленном комментарии и в описании к данному ролику. Спасибо, до новых встреч.